Всем привет! Сегодня приготовим рульку с самым популярным способом, как она называется еще, рулька по-баварски. Ну и прежде чем мы ее отправим в духовку, чтобы мясо получилось очень нежным, вкусным и чтобы очень хорошо отставало от кости, рульку нужно немного отварить. Итак, берем кастрюльку подходящих размеров, так чтобы вам полностью хорошо поместилась рулька. Заполняем ее наполовину водой, в воду добавляем 1 столовую ложку соли, 2 лавровых листа, 5-6 горошин душистого перца. Половинку небольшой морковки нужно нарезать либо кольцами, как я, либо кубиками, как вам будет удобнее. Одну небольшую луковицу тоже разрезаем на 4 части и отправляем сюда же в кастрюльку. Затем сюда же нужно добавить 2-3 зубчика чеснока, их мы тоже предварительно вот так вот разрежем на кусочки, для того, чтобы они лучше отдали свой аромат. Также не забываем про черный перец с горошком, ни в коем случае не добавляйте молотый. И в самом конце добавляем вот такую вот горстку кориандра. Конечно же, если вы хотите, специи вы можете добавить по своему вкусу. Все, что есть в кастрюльке, сейчас нужно немножко хорошо перемешать, так чтобы соль хотя бы чуть-чуть растворилась. И только затем в эту воду мы отправляем рульку. Смотрите, как я говорил, рулька должна быть полностью покрыта водой. Кастрюлю отправляем на плиту, включаем максимальный огонь и дожидаемся, пока закипит в кастрюле вода. И после того, как в кастрюле хорошо закипит вода, огонь на плите делаем минимальный. Добиваемся такого результата, чтобы вода по чуть-чуть кипела, но на минимальном огне. И в таком вот положении будем варить рульку ровно 2 часа. Через 2 часа достаем рульку из бульона в отдельную тарелку. В этой тарелке она полежит немножко, примерно 2 минутки. Это для того, чтобы из рульки ушла лишняя жидкость. Как видим, после варки рулька у меня развалилась пополам. Это ничего страшного. Бульон, конечно же, мы не выбрасываем. Из него можно сделать либо хороший суп, либо холодец. Смотрите, пока рулька еще горячая, мы ее перекладываем на противень. И этот противень нужно отправить сразу же в разогретую духовку до 200 градусов. Вот в таком вот положении рульку еще глазурью покрывать не нужно. Это для того, чтобы нам ее хорошо подсушить. Первый этап: рулька в духовке будет стоять 20 минут, не дольше. Пока рулька в духовке, мы приготовим вкусную глазурь. В любую тарелку добавляем 1 столовую ложку натурального меда, 1 столовую ложку аджики, либо же, как я, соус сацебелли. Если нету ни того, ни того, добавляем томатный соус и затем добавляем пряные специи. Дальше нам понадобится лимон, и из него нам нужно будет добавить 1 столовую ложку натурального лимонного сока. В самом конце берем бульон, в котором отваривалась рулька, и сюда же в пиалку добавляем 2 столовые ложки бульона. После этого все очень хорошо перемешиваем, и невероятно вкусная глазурь для нашей рульки будет готова. Через 20 минут достаем рульку из духовки, берем кисточку и очень хорошо покрываем этой глазурью рульку со всех сторон. Затем отправляем рульку на 10 минут в духовку, достаем и еще раз очень хорошо покрываем глазурью. После этого последний раз отправляем рульку на 15 минут в духовку, чтобы она хорошо запеклась. Температура при этом остается 190-200 градусов. Но по итогу вы только посмотрите, какая она красивая, аппетитная и румяная у нас получилась. Перекладываем ее в отдельную тарелку. Конечно же, рульку подавать лучше всего, пока она еще теплая. Только посмотрите, какая красота и вкуснота у нас получается. Мясо разрезается, от кости отстает очень хорошо. Корочка у такой рульки получается кисловато-сладкая. Ну а сама рулька получается обалденно вкусная и очень-очень питательная. Такая закуска очень хорошо подойдет для мужской компании под пивко. Ну и конечно же, те, кто не любит слишком жирные, такая рулька вам не подойдет. Ну что ж, на этом у меня на сегодня все. Вот такой вот необычный вкусный рецепт у меня получился. Если вам понравилось, поставьте лайк. Также посмотрите еще один вариант приготовления рульки. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!